Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки из меховой пряжи. Высота сумочки 21 см, ширина 26 см, толщина 6 см. Обязательно смотрите описание под видео. Там я оставлю список материалов и ссылки, где можно приобрести эти материалы. Подписывайтесь на мой YouTube канал, а также социальные сети. Все ссылки я также оставляю в описании под видео. Я вам желаю приятного вязания. И обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам этот мастер-класс и какие еще мастер-классы вы хотели бы увидеть на моем канале. Материалы для вязания сумки: пластиковая канва. Она продается вот такими листами 40 на 60 сантиметров. Мы берем канву такую, чтобы мог пройти в отверстие крючок номер 3. Отверстие по размеру получается примерно 4-5 миллиметров. Пряжу я использовала пехорка букле с добавлением мохера. 200 грамм, 220 метров. В одном мотке нам будет достаточно одного мотка, даже останется еще. И из фурнитуры 2 полуколечка, магнитная кнопочка пришивная и цепочка. Также вместо цепочки можно использовать длинный ремешок. Мы начинаем работу с того, что нам нужно вырезать из канвы заготовки для сумки. Я измеряю лист поперек. Получается, ширина у него примерно 41 сантиметр. Это у нас две высоты сумки по 20 сантиметров. И также в длину я измеряю лист, отмеряю 26 сантиметров. И сразу отрезаю большой прямоугольник поперек листа. И это у меня будет две стенки сумки. Теперь эту деталь я разрезаю пополам. Должно получиться в ширину 34 клеточки, в длину 44 клеточки. Теперь для второй части сумки тоже отрезаем 34 клеточки. Лишние вот такие части неровные убираем. И у меня получается два прямоугольника. У них длина 44 клеточки, это 26 сантиметров, и высота 34 клеточки, 20 сантиметров. Теперь опять берем наш лист поперек. Давайте уберем вот эти ненужные клеточки. И далее мы будем вырезать боковинки для сумки. Также поперек листа отмеряю 6 сантиметров, это получается 10 клеточек, и отрезаю длинную деталь. Затем делю ее пополам на высоту 34 клеточки, 20 сантиметров, и это у нас будут две боковинки для сумки. Если вы хотите сделать боковинки потолще, то берите больше, чем 10 клеточек. Теперь мы с вами отрезаем для ручки. Также поперек листа отмеряем 4 клеточки, это 2,5 сантиметра, и вырезаем длинную до конца полоску, это одна ручка. Затем убираем неровные клетки и вырезаем вторую ручку. Точно так же на 4 клеточки 2,5 сантиметра и на общую длину 40 сантиметров. И нам осталось еще вырезать донышко для сумки. Донышко по толщине тоже будет на 10 клеточек, точно так же, как боковинки. А длина у него 26 сантиметров. Здесь уже я просто измеряю эту деталь по длине и по ширине и вырезаю из общего остатка листа.
Итак, вот у меня две детали. 44 на 34 клетки. Две стенки сумки, две боковинки сумки 10 на 34, донышко сумки 44 на 10 и длинные ручки. Длину я не измеряла в количестве клеточек. В ширине 2,5 сантиметра, это 4 клеточки, и в длину 40 сантиметров. И далее мы приступаем к вязанию. Берем нашу пряжу и начинаем провязывать в каждую клеточку. Здесь я кончик нити пока оставила, потому что хотела показать вам без лишних кончиков пряжи, как мы будем вязать с самого начала в каждую клетку. Буклированная пряжа цепляется за крючок, поэтому здесь желательно вытягивать петельки подлиннее. Они у нас не распустятся, никуда не убегут, поэтому мы можем делать любую длину петель. И также, чем длиннее петля, тем потом будет полотно более мягкое, пушистое. Поэтому вытягиваем длинные петельки и провязываем через каждую клеточку соединительными столбиками. И вот так мы продолжаем вязать в длину до конца ряда. Теперь переходим к следующему ряду. Связали в последнюю клетку, вводим крючок в нижнюю клеточку, делаем соединительный столбик, разворачиваем и теперь вяжем в обратном направлении точно так же все клеточки. Поначалу может показаться, что это такой долгий процесс, но постепенно, буквально через несколько рядов уже втягиваешься в эту работу, и она начинает приносить удовольствие. Кажется, что уже совсем не сложно. Заканчиваем этот ряд, провязываем в последнюю клетку. И далее опять точно так же, как в предыдущем ряду, мы просто спускаемся вниз на одну клеточку и вяжем теперь в другом направлении. И вот так мы с вами продолжаем вязать все ряды и провязываем все полотно. Вот я закончила, связала одно полотно сумочки. Теперь мы можем отрезать нитку. И также для того, чтобы прятать кончики нити, я использовала пластиковую иголку. В нее легко входит эта пряжа, и аккуратно между петельками прячем кончики нити. Теперь берем второе полотно сумки и обвязываем его точно так же. Это внешняя сторона сумки и это внутренняя сторона. Они легко отличаются визуально. Далее мы будем с вами вязать донышко для сумки. И его точно так же, как и основные детали, мы провязываем вдоль, то есть по длинной части.
Еще вот такой момент, если у вас получались такие острые уголки, их можно слегка обрезать ножницами, закруглить. Я не догадалась это сделать в самом начале, но в процессе вязания я все острые уголки убрала. Кстати, здесь хотела показать еще, как можно спрятать кончик нити сразу же при вязании. Мы просто придерживаем кончик нити и прокладываем его вдоль петелек. При этом на одной петельке он у нас будет идти сверху над ниткой, на следующей петле под ниткой. И таким образом мы его можем вплести в полотно. Итак, мы с вами продолжаем вязать и до конца обвязываем все донышко полностью. Закончили. Теперь нам нужно оставить длинный кончик нити, с помощью которого мы будем пришивать донышко к стенке сумки. Также есть несколько способов, как закрыть последнюю петельку. Здесь я тоже вам хотела показать один из способов. Просто вытягиваем нитку. Заправляем нити в пластиковую иглу. И вот здесь я начала делать одинарной нитью, но сразу хочу вам сказать, что желательно делать двойной нитью. Тогда у нас совершенно не будет видно канвы из-под петелек. Поэтому не повторяйте мою ошибку, делайте сразу двойной нитью. Прикладываем две детали друг к другу и начинаем пришивать. Просто в каждую клеточку вводим иголку и пришиваем стежками вручную. Итак, мы с вами продолжаем пришивать до конца. Заканчиваем. Здесь я уже закончила двойной ниткой. И вот такой край у меня получается. Ниточка закончилась, но нам больше и не нужно. Давайте нитку спрячем. И для другой стороны мы уже используем новую нить. Берем длинную ниточку с таким расчетом, чтобы нам при шитье двойной нитью хватило до конца этого участка. Прикладываем вторую половинку сумки и пришиваем ее точно так же, как с другой стороны. При этом кончик нити сразу вот так придерживаем и прошиваем внутри стежков. И вот мы с вами закончили, пришили донышко. Снаружи ничего не видно. Вот у нас идут стежки. И вот это у нас внутренняя сторона сумки. И далее мы вяжем боковинки для сумки. Берем одну боковинку и начинаем обвязывать ее поперек.
по короткой стороне. Кончик нити сразу прячем внутри петель. И вот так продолжаем вязать до конца. Закончили, связали боковинку для сумки. Теперь нам нужно боковинку пришить к сумке. Оставляем длинную ниточку. Если вдруг вы оставите недостаточно длинную нитку, ничего страшного, в процессе вы можете просто взять новую нить, спрятать кончик нити и продолжить шить. Поэтому берите столько нитки, сколько вам удобно будет продеть в иглу и шить, чтобы это было не слишком длинно. Так как буклированная нить, она немножко стопорится при шитье, может быть неудобно тащить через каждый стежок длинную нитку, поэтому можете сделать короткую и в процессе дополнять. И вот так закрываем последнюю петельку. Теперь прикладываем боковинку к сумке. Здесь самое главное не перепутать, где у нас внешняя сторона, а где внутренняя сторона. И также, как мы пришивали донышко, пришиваем боковинку к сумке в каждую клеточку. И вот так мы с вами продолжаем пришивать. Также вяжем вторую боковинку. И вот у нас уже готово. Пришили обе боковинки к сумке. Теперь нам нужно обработать верх сумки, чтобы не было видно пластиковой канвы. Я начинаю с боковой части. И здесь я сразу же буду пришивать полукольца. Вначале делаю 3 стежка, в каждую клеточку по одному стежку. Далее уже я беру полуколечко, прикладываю его ровно посередине. И через полуколечко я делаю по 2 стежка в каждую клеточку. Прошиваю так 4 клетки. Готово полуколечко. И дальше оставшиеся 3 стежка прошиваю по одному стежку в каждую клеточку. Переходим на другую сторону и здесь точно так же шьем. Итак, мы с вами продолжаем до конца. Также пришиваем второе полукольцо. Заканчиваем
обработали верх сумки, и кончик нити можно спрятать. Теперь мы будем обвязывать ручки сумки. Вот так они у нас будут располагаться на сумке. Их я буду обвязывать по длинной стороне. Точно так же, как и остальные детали, обвязываем ручки сумки. Готово. Здесь мы тоже оставляем длинную ниточку, продеваем нитку в иголку, и нам нужно обработать края ручки. Прошиваем в каждую клеточку по одному стежку. И так продолжаем полностью вокруг всей ручки. Готово. Теперь нам нужно пришить ручку к сумке. Для этого я беру сантиметровую ленту или линейку. И давайте измерим. От края сумки берем 6 сантиметров. Отмечаем маркером. И сверху мы спускаемся на 8 сантиметров. И также отмечаем маркером. Я буду пришивать прозрачной мононитью. Такую нитку можно купить в любом швейном отделе. Продеваю нитку в иголку и пришиваю вручную. И так продолжаем пришивать ручку полностью по всему периметру. Затем с другой стороны отмеряем такое же расстояние от края и от верха сумки и пришиваем. Готово. Я пришила одну ручку к сумке. Вот так это выглядит. И точно так же мы пришиваем вторую ручку сумки. Давайте измерим длину. У меня получилось 27 сантиметров. И точно так же мы пришиваем вторую ручку к сумке. Теперь нам осталось только пришить магнитную кнопочку. Прикладываем кнопку посередине верха сумки между ручками и пришиваем прозрачной мононитью.
И вот я пришила магнитную кнопочку к сумке. Также я прикрепила к сумке цепочку. И на этом наша сумка полностью готова. Давайте ее еще раз измерим. Получается длина 26 сантиметров, высота 21 сантиметр, высота вместе с ручками 31 сантиметр и глубина 6,5 сантиметров. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт Нитка KZ. А я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!